Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю роскошнейший ягодный зефир. Готовить я его буду без использования кондитерского термометра и при помощи самого маломощного ручного миксера. Получается этот зефир всегда 100%. Вот такой результат уже буквально через час, он стабилизируется. И в этом рецепте я буду использовать максимальное количество белка и минимальное количество сахара. Благодаря этому зефир получается очень воздушным, прекрасно держит форму. Все покажу и расскажу в этом видео. Для этого рецепта нам понадобится 7 грамм агар-агара, сила геля агара здесь 900 и 50 мл воды. Я сразу перемешиваю агар с водой, чтобы он немножко у меня растворился в воде. Вы можете этого не делать, можете сразу добавлять это в пюре, но так оно надежнее все-таки будет. Отставляю пока что в сторону. 3 яйца среднего размера я разделяю очень аккуратно и бережно на желтки и белки. Яйца я предварительно хорошо промыла и продезинфицировала пищевым спиртом. Яйца для любых белковых десертов, будь то зефир, белково-заварной крем, берем всегда максимально свежие. Аккуратно сейчас разделяю на желтки и белки, чтобы ни капли желтка, естественно, не попало в белки. И у меня здесь будет 100 грамм белковой массы. То есть огромное количество белка идет для этого зефира. Вот такой рецепт. Но зефир получается просто необыкновенным. Он очень воздушный получается, этот зефир, и очень быстро стабилизируется, несмотря на такое количество белка и на маленькое количество сахара. Посуда у нас обязательно должна быть очень хорошо промыта и обезжирена, в которой будут взбиваться белки. Я думаю, это уже всем и понятно. Белки пока что я отставлю в сторону. Желтки в этом рецепте нам не понадобятся. Итак, здесь у меня размороженные ягоды, смесь ягод, и черная смородина, и красная смородина, ежевика, клубника, голубика и малина. Размороженных ягод я брала примерно около 500 грамм. Я обязательно протираю всю ягоду через сито. Мне понадобится 250 грамм ягодного пюре, то есть не проваренного, а просто вот сырого. Я туда добавляю также 120 грамм сахара и весь набухший агар-агар. Вы можете разводить агар прямо сразу в ягодном пюре. Я люблю, чтобы агар у меня уже разошелся в воде. Я всегда так делаю, чтобы не было нигде комочков, и чтобы они у нас потом не пригорали при нагревании. Все очень хорошо, досконально перемешиваю. Сироп я уже сейчас ставлю на плиту, то есть на полный нагрев. Из 9 делений я ставлю на 9. Итак, сироп у меня уже скоро дойдет до кипения. И я сразу начинаю взбивать белки, чтобы белки у меня очень хорошо уже были взбиты к моменту введения в них сиропа. Здесь я беру для белков дополнительно 100 грамм сахара. То есть минимальнейшее количество сахара. У нас в общей сложности на весь зефир на 100 грамм белка уйдет всего лишь 220 грамм сахара. Это самый минимум, который можно себе вообще представить при таких кислых ягодах. Чтобы уже от этого не испортился вкус зефира, чтобы он просто не был кислым. Сироп постоянно перемешиваю, потому что агар-агар может пригорать у нас к донышку. В отличие от того, когда мы завариваем, допустим, сироп на белково-заварной крем, мы его не трогаем, мы его не перемешиваем. Здесь же нужно перемешивать. Итак, сироп еще не закипел, и я уже начинаю взбивать белки. Маломощный миксер 240 Вт. Порциями ввожу сейчас 100 грамм сахара в белки. Как вы обратили внимание, ванильный сахар я не добавляю в белки. И лимонную кислоту, лимонный сок я тоже не буду добавлять в белки, потому что ягоды здесь уже очень кислые. 2 вида смородины, ежевика, малина, здесь все дает очень сильную кислоту. Вот с момента, когда у меня закипел сироп, сейчас я вам покажу этот момент, то есть вот полностью вся поверхность сиропа должна покрыться у нас пузырями, характерными для момента кипения. А белки мы постоянно взбиваем, и параллельно мы помешиваем этот сироп. Вот сейчас пойдут полностью на всей поверхности пузыри. Вот с данного момента я отсчитываю ровно 2 минуты. Плита у меня включена под сиропом. Нагрев на полную мощность, то есть из 9 делений на 9 у меня кипит сейчас сироп. Я его постоянно помешиваю, и также я постоянно взбиваю белки. Сразу хочу обратить ваше внимание на мощность миксера и время взбивания белков. Если у вас миксер очень мощный, допустим 1200 Вт, а у меня здесь 240, тогда следует белки начать взбивать за минуту до введения сиропа. То есть у вас белки уже будут взбиты вашим миксером. Здесь очень большая разница в мощности миксеров. Итак, прошло 2 минуты. Сироп у меня хорошо уже прокипел. И я
тонкой струйкой с края вот так вот ввожу сироп в белки при непрерывном взбивании миксером. Весь сироп я вот таким образом ввожу в белки аккуратно, потому что сироп очень горячий. С дна из боковины ковшика остаток сиропа я не собираю, потому что там могут быть комочки агара, которые уже заварились именно на металле. И они потом будут чувствоваться у вас в изделиях. Я здесь просто перешла на стол, чтобы не на горячей плите все это взбивать. И взбиваю еще 2 минуты вот с момента введения сиропа вот эту меренговую массу. Видите, как она уже посветлела, какой она стала пышной. Появились так называемые пустоты в этой массе, то есть рельеф уже очень хорошо держит эта масса. Если вы будете в планетарном миксере взбивать, возможно, вам понадобится примерно минута-полторы на взбивание вот до такой мощности. Если у вас, допустим, миксер мощностью 1200 Вт, это, конечно, нужно на это обращать внимание. Но здесь мы разбираем именно взбивание маломощным ручным миксером. Сразу же ничего не жду, перекладываю зефирную массу, еще достаточно горячую, я бы сказала, теплую, по кондитерским мешкам. Здесь я заранее приготовила кондитерские мешки, 2 кондитерских больших мешка с насадкой 1М. Очень распространенная кондитерская насадка большая. Все собираю. У меня в помещении очень жарко, поэтому я второй мешок также оставила просто на столе, буквально здесь за минуту отсаживания первого мешка зефира. Он у меня не затвердеет, не зафиксируется. Потому что, как вам известно, я думаю, что агар-агар начинает стабилизироваться уже при 40 градусах Цельсия. То есть я не убираю, допустим, в духовку включенную где-то на 45-50 градусов. В полотенце обычно оборачиваю этот мешок зефира и убираю. Это кто как делает, кому как удобно. Это можно зимой так делать, но я этого не делаю сейчас, потому что лето и очень жарко. Вот эти половинки зефира я отсаживаю примерно в 4-5 завитков, поэтому они достаточно высокие у меня. Если вы будете более низкими их отсаживать, у вас получится 30 половинок. Это стандартная порция, как правило, вот из этой пропорции продуктов. Но у меня получится 28 половинок, так как именно вот эта масса уходит в высоту. Но чтобы вы просто сориентировались, 14 больших зефирок, полных, состоящих из 2 половинок, у нас получится. Сразу хочу сказать про стабилизацию этого зефира. Вот этот зефир у меня сейчас стабилизируется уже буквально через полчаса. Я его буду уже брать в руки. Прекрасно все работает по этой рецептуре. Вы его соберете, сыпете сахарной пудрой, но он может у вас намокать, если он у вас полежит какое-то время. Или при комнатной температуре, или в контейнере начнут намокать вот эти боковинки. Чтобы этого не было, несмотря на то, что он у вас так быстро стабилизировался, если вы его сразу не хотите подавать к чаю, допустим, то нужно ему дать также ночь на стабилизацию, чтобы уже покрылся он немножко такой подзаветренной сахарной корочкой, и чтобы у вас все прекрасно получилось. Я вам здесь показываю, как я их переставляю просто для эстетичности фото. Вот этот вот немножко неудачный первый зефир, я его отставила назад. И я беру в руки его уже через 20 минут после отсаживания. То есть он мгновенно стабилизируется, мгновенно он уже держит форму, и на разломе он прекраснейший. Но опять же повторяю, если вы хотите его не сразу подавать к столу, а все-таки сохранить на пару дней, либо же кому-то подарить в коробке, то нужно оставить его на стабилизацию на ночь или даже на сутки. Хотя при этом сразу он будет держать форму, но влага должна из него выйти. Конечно же, время этой стабилизации зефира, чтобы вышла влага, полностью зависит и от вашего климата, и от влажности в помещении. Это все очень индивидуально. Сейчас я собираю вот так вот по 2 половинки. Прошло буквально полчаса. Через полчаса даю вам вот такой совет. Вы можете смело его вот так же, как я, обсыпать не тающей сахарной пудрой. Не тающая пудра продается во всех кондитерских магазинах. Сделать дома ее нельзя, потому что она содержит небольшой процент пальмового масла, именно порошкообразного. Поэтому эта пудра, она прекрасно держит влагу. Поэтому дома ее, конечно же, изготовить нельзя, ее просто можно купить. Продается даже в больших супермаркетах такая не тающая пудра. Но во всех кондитерских магазинах она есть всегда. Но если вы дадите ему стабилизироваться, даже может быть и сутки, у вас будет прекраснейший зефир, если вы просто дадите ему время. Сейчас я показываю вам, как это сделать вот мгновенно. Вот к чаепитию, если вы его подаете, вы его можете обсыпать и обычной сахарной пудрой, и она будет у вас какое-то время прекрасно держаться. Подмокать она будет потом уже, когда вы его захотите долго хранить, если вы не дали ему выстояться. Вот так прекрасно он разламывается. Воздушнейшая текстура у него получается вот именно по этой рецептуре, потому что очень много белка здесь. По вкусу этот зефир получается
как нежнейшее облачко. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.